Приветствую! Страсти по поводу обновления версии 5.0.0 постепенно утихают, мы вкатываемся в новый футбольный сезон в предвкушении следующих донатных паков, следующих, наверное, интересных кампаний, но даже при всем этом мы успели пропустить некоторый контент, который еще толком в игре не появился, но который дает о себе знать в тех же самых файлах игры, и не только на самом деле, и обо всем этом и не только предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И начнем мы с числа новых эпических футболистов, которые появились после обновления до версии 5.0.0. Конечно же, какое это будет обновление, если Konami не добавит новых эпических игроков в игру. И в какой-то веке, несмотря на то, что мы снова получаем уже знакомых нам футболистов, которые ранее фигурировали в прошлой части, в позапрошлой части и так далее, но даже при наличии этого факта, модельки по большей части новые, которые ранее в игре не фигурировали. То есть за основу были взяты другие временные отрезки. Например, Эрик Кантона после своих предыдущих релизов за Манчестер Юнайтед и сборную Франции также ожидается от Юнайтеда, только уже с короткой прической. Знаете, видок у него уже такой побезумнее. Точно так же, как и у Гатуза. Его моделька также получила короткую прическу, и это уже означает, что новая моделька не будет отсылаться к предыдущей. Роберто Карлос после своих многочисленных появлений от мадридского Реала и сборной Бразилии был замечен с более молодой моделькой времен игры за Интер, тогда как еще со времен 25-й части в базе данных вроде как лежит его карточка за Фенербахче. Или, например, Коста Курта. По сути, в игре было только две его карточки, одна из которых была бесплатная за прохождение круга подсчета, и только в прошлом году Коста Курта единожды появился, будучи донатным игроком в паке с другими эпиками Милана. И вот его другое появление также с обновленной моделькой. Ну и, конечно же, куда же без нашего главного амбассадора в лице Лионеля Месси. Причем он также получает обновленную модельку, которую мы не наблюдали ранее. Это его блондинистая версия сезона 16-17. Причем интересно, какой именно матч Konami брали за основу, поскольку, если я ничего не путаю, то, будучи блондином, Месси будто бы не так ярко выступал. То есть это первая половина сезона 16-17. Касаемо тренеров, на данный момент у нас доступны два новых тренера, которые получили свои реальные 3D-модельки в игре. Это Жозе Мауриньо, который на момент записи этого ролика все еще недоступен на ПК, но не знаю, как оно будет, когда ролик уже выйдет, и Рубен Амарим. Эти два тренера доступны для игроков, соответственно, они время от времени мелькают во время матчей в небольших катсценках, но также есть и третий тренер, который пока что в игре недоступен, но моделька которого уже имеется. Это Хосеп Гвардиола. Среди файлов была обнаружена его моделька фейса и его кофточки, с которой он будет представлен в игровых катсценах. Вот чего уж мы не ожидали совсем, так это обновленных анимаций катсцен с теми же самыми пак-опенингами, и теперь при открытии различных паков мы наблюдаем разные катсценки, причем это зависит от типа карточек, которые мы крутим, и, соответственно, пака, из которого мы их также достаем. Есть отдельные катсценки с хайлайтовскими игроками, где они подхватывают и рассматривают свою карточку и показывают ее в экран. Есть катсцена, связанная с шоу-тайм-эпическими футболистами, где игрок выбегает либо в одиночку, либо в паре, и даже эта пара может быть разбавлена третьим футболистом. В общем-то, разнообразие в этих катсценках добавили немерено, и в принципе, хоть это и отдает той же самой фифой, но выглядит неплохо. Приятные ракурсы, в принципе, санимировано тоже неплохо. В общем-то, мне больше нравится, нежели нет. Теперь вкратце давайте поговорим про патч-ноут, который и расписывает все изменения, которые успели произойти в игровом процессе, поскольку многие из вас наверняка обратили на это внимание, но уже куда меньше людей прочитали все эти патчноуты от корки до корки. В принципе, мы этим тоже не будем заниматься, поэтому я поделюсь наиболее интересными моментами, которые мы можем заметить по ходу игрового процесса.
И первое, что притягивает наше внимание, так это вкладка дриблинга, где отмечается, что, во-первых, были добавлены новые анимации и новые движения при обыгрыше соперников, а также корректировка скиллов, связанных с дриблингом и ускорением. Именно благодаря этому аспекту футболисты чувствуются несколько иначе, и если вы заметили, что теперь ускорение играет чуть большую роль, футболисты некоторые стали бежать быстрее, то это как раз-таки тот самый момент. Что еще интересно, после этого обновления двуногие футболисты, которые располагают навыком пикированием сокола, и при этом у них имеется еще подкрутка шведкой, при удобном случае эти самые игроки будут пытаться исполнить пикирование сокола своей, по сути, нерабочей ногой, но которой они также могут пробить, тогда как раньше они в подобных ситуациях пробивали именно что шведкой. Больше всего изменений было затронуто именно в игре в защите, и ей было посвящено аж несколько подобных страничек. Теперь, например, параметр вовлеченность в защиту будет играть особую роль, и если цифры данного скилла у игрока высокие, то это будет влиять на то, когда именно этот футболист начнет прессинговать вашего соперника, который только-только обзавелся мячом и который находится рядом с этим футболистом. Как отмечает Konami, для повышения контроля, не знаю, что это значит, были добавлены новые анимации подкатов. Ну, в общем-то, мы и так это с вами знаем. Теперь защитники под управлением искусственного интеллекта должны реагировать на удары по воротам чуть медленнее, когда дело касается того, чтобы закрыть ворота своим корпусом, своим телом. Ну, знаете, те самые моменты, когда у вас вроде бы стопроцентный вариант, вратарь уже точно ничего не успеет сделать, но мяч попадает в защитника, потому что он каким-то образом успел подставиться под этот мяч. И таких ситуаций должно быть меньше. У футболистов с высоким значением умения защищаться теперь будет больше возможностей преследовать финтящихся соперников, то есть они не останутся в дураках сразу, а может быть чуть-чуть попозже, что иной раз дает вам возможность доставить вашему сопернику чуть больше неудобств при возможном обыгрыше. И как по мне, это были наиболее интересные моменты, которые касаются изменений именно в аспекте защиты. Все остальные моменты по большей части касаются корректировки уже имеющихся моментов, исправления или даже вовсе удаления некоторых анимаций и, в общем-то, все в таком роде. Если же, по вашему мнению, я что-то упустил интересное из этого списка, то отпишите в комментариях. И если про защиту было сказано очень много, по крайней мере самими разработчиками, то касаемо нападения здесь уже намного и намного меньше. Но что интересно, так это вот эта строчка. Теперь ускорение игрока на бегу будет зависеть не только от параметров игроков ускорения, но и от параметров игроков умения атаковать. То есть в кои-то веке мы получили хоть какое-то объяснение от разработчиков, на что конкретно влияет умение атаковать. И теперь получается, что в том числе и на ускорение футболиста с мячом, именно вот атакующего игрока. И думаю, что это был весь контент и все оставшиеся аспекты, которые мы могли с вами пропустить на старте eFootball 2026. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного и увиденного, что думаете насчет новых моделек среди эпических футболистов, как вам изменения в игровом процессе, которые Konami расписали самостоятельно, ну и в целом, что думаете насчет новых анимаций открытия паков. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!